Всем привет! Сегодня хочу поговорить об одной из моих самых любимых стратегий достижения цели маленькими шажками. Но на примере вот этой книги «Накопительный эффект». Но в принципе это об одном и том же. Я хочу поговорить об этой книге, я немножко расскажу свои впечатления, что я вообще думаю об этом, а также хочу поделиться основными какими-то вещами из каждой главы вот этой книги. Так вот, эту книгу я в принципе взяла в нагрузку, потому что, кто не знает, я очень люблю вот этот формат маленький, в мягкой обложке. Я все, что вижу, все, что мне нравится, я все скупаю. Плюс мне понравился сам концепт, накопительный эффект. Я думала, там будет много о привычках, много о каких-то таких вещах, которые сопровождают нас в течение жизни, как мы можем через них улучшить, собственно говоря, свою жизнь. В принципе, так оно и оказалось. Единственное, что меня немножко расстроило, это то, что сам автор, он бизнес-тренер. Я не очень их люблю, когда они в такую больше психологию углубляются. Плюс в их книгах редко есть указания каких-то исследований, то есть они о них говорят, но не дают прямых ссылок, это тоже немного расстраивает. Но в целом для этой книги ничего такого страшного нету, потому что там, да, очень много построено на бизнесе, то есть у него очень много аналогии с накоплением денег, с какими-то такими вещами, постоянно связанными с финансами, но это совершенно не портит книгу, потому что, в принципе, концепт хорош, интересен, но немножечко растянут, как это обычно бывает, на целую книгу. То есть, в принципе, я думаю, большинство вещей можно было немножечко так покороче. Поэтому сейчас я вам расскажу короткую выжимку из всей книги. Итак, первое – это сам накопительный эффект. Как нам говорит автор, это маленькие незаметные вещи, которые мы делаем для достижения какой-то большой цели. То есть за счет того, что мы их делаем регулярно, они накапливаются и продвигают нас к цели. И это очень хороший концепт, который я всегда вам говорю о том, что нельзя так раз и все поменять. Или там накопить кучу каких-то дел и за один раз их переделать. Или достичь чего-то очень большого за один раз. Это, да, такие случаи есть, конечно же, бывает, удачи и все такое. Но зачастую это каждодневный труд, который вы делаете изо дня в день. То есть вы каждый день там делаете по маленькому кусочку и так продвигаетесь. Но за счет того, что этот накопительный эффект, он такой менее заметный, то есть результаты не сразу и не фантастические сразу, то мы очень быстро забрасываем. И как бы автор намекает на то, что все немножечко забыли про дисциплину, про ежедневный труд, все хотят быстрых результатов, но это на самом деле так. Мы живем сейчас в мире очень быстрых результатов, очень ярких результатов, поэтому как бы он нас возвращает к тому, что любая большая цель – это очень маленькие шаги, к которым нужно идти каждый день. А еще интересный концепт мне понравился в том плане, что как бы автор, этот Даррен, говорит нам о том, что мы привыкли к, знаете, такой культуре пересиливания себя, то есть какого-то надрыва постоянно. То есть человек, который должен достичь каких-то больших высот, он должен обязательно вот рвать жилы, сверхусилия прикладывать. Но на самом деле это не всегда работает, потому что на таких скоростях, когда вы бежите спринтом марафон, то, конечно, вы очень быстро выдохнетесь, потому что все-таки нужно распределять нагрузку. И поэтому он как бы нам напоминает, опять-таки, что нужно все-таки для больших реальных изменений, чтобы они были в течение всей вашей жизни. То есть, чтобы вы что-то такое привнесли, чтобы не забросить сразу, нужно давать сначала гомеопатическими дозами, то есть такими маленькими, которые не меняют все, не меняют совсем там уклад вашей жизни, то есть там 15 по 20 минут, там, не знаю, вы хотите спорта добавить, вы хотите написать книгу, что-то выучить. Начинайте с очень маленьких вещей. Следующие две главы – это решения и привычки, но мне кажется, что они достаточно таки похожи, то есть они об одном и том же говорят. Первое, по поводу решения. Нам автор говорит о том, что любой результат – это наше решение. То есть когда мы там поправляемся или мы не успеваем по работе, значит, мы приняли какие-то неверные решения. То есть этому предшествуют какие-то решения. Но за счет того, что большинство решений мы принимаем неосознанно, то есть это вот на уровне уже привычек,
как говорится в следующей главе. То есть мы делаем автоматически, мы что-то там суем себе в рот, мы дольше полежали, дольше подержали телефон в руках или еще что-то, и за счет этого как бы накапливаются наши проблемы, и мы получаем плохие результаты. Он нам напоминает о том, что нужно все-таки быть более сознательным, чаще себя отслеживать, лучше как бы на начальном этапе лучше за собой следить, то есть отлавливать вот эти моменты, когда вы несознательно что-либо делаете. Вы принимаете какое-то неправильное решение, либо вы запускаете какую-то привычку. Очень интересную вещь, мне кажется, очень ценная в этой главе была о том, что вот когда мы задумываем какую-то перемену в жизни, вот что мы хотим чего-то такого достичь, что-то такое вот задумали мы что-то такое классное. И мы добавляем себе, добавляем, что вот я буду это делать, и вот это, еще вот это. Но, как мы помним, у нас у всех 24 часа в сутках, и, скорее всего, мы уже определенным образом загружены, и вот эти вот нагромождения, которые мы себя строим, они не всегда приживаются, потому что мы всегда их так хаотично себе прикладываем в течение дня. В общем, ничего хорошего из этого не получается. Зачастую как бы мы очень быстро бросаем. Так вот, автор нам говорит о том, что вначале выявите привычки и решения, которые мешают вам достичь, то есть почистите свою зону. Это уже хорошенечко продвинет вас к цели. И только после этого, за счет того, что вы уже почистите свое пространство, вы можете добавлять что-то, потому что вы убрали что-то, на место чего может прийти более полезная привычка, более полезные решения и так далее. И еще по поводу привычки и решений, еще один концепт, который тоже мне очень сильно понравился, это сила «зачем?». То есть, когда мы что-либо начинаем, мы все время думаем, а как я это сделаю? И на этом моменте мы очень часто обрубаемся, потому что мы не знаем, как это делать. Ну вот, особенно если мы что-то такое совершенно новое начинаем, совершенно какое-то новое начинание, новое знание, новая работа, мы не понимаем, как это все работает. И он как бы нам говорит о том, что не думайте о том, как. Сначала подумайте о том, зачем. Зачем вы это делаете? Зачем вы хотите это сделать? Ну, как бы разыграйте в себе эти чувства, почувствуйте эмоции, что вам хочется, что вам это, ну, зачем вы это делаете, то есть для чего вы это делаете, вспоминайте об этом, вы перестроите свой мозг, он начнет видеть вот эти самые возможности, потому что когда мы идем изо дня в день по проторенной дорожке и как бы пытаемся что-то другое сделать и думаем, а как же нам туда дойти? А у нас одна дорога. Наш мозг вот видит только одно направление, потому что мы не можем рассеивать наше внимание. Наш мозг так настроен, что он может смотреть только в одну сторону. А если у нас появляются какие-то чувства, эмоции, у нас появляются какие-то другие интересы, вы начинаете что-то другое смотреть, листать, оглядываться, замечать, потому что как бы появилась другая цель, появились эмоции, появились какие-то хотелки. И как бы мозг такой, а у нас еще вот вообще-то тут много чего есть, если вот оглянуться, много чего есть. И вот это как это сделать, оно, ну, конечно, не моментально происходит, но вы постепенно к этому всему приходите, потому что вы расширяете свой взгляд, свое сознание. И, в принципе, вот этот вопрос «зачем?», он вам помогает на пути, потому что особенно когда вы уже сделали определенные вот эти маленькие шаги, вы не получили еще гигантского какого-то такого результата, очень сложно поддерживать себя в этом процессе. И если себе напоминать, зачем вы все это делаете и к чему это вас все приведет, это помогает. Следующая глава – это момент. В ней Даррен Харди нам говорит о том, что когда вот вы заходите в регулярность, когда вы постепенно продвигаетесь к своей цели, в какой-то момент наступает преодоление инерции. То есть вы начинаете сдвигать, и вы начинаете быстрее как бы двигаться, потому что вы так устроены, что когда вы вообще ничего не делаете или изредка что-то делаете, какие-то дела, то ваш мозг, и вы, в принципе, не перестраиваетесь на это дело. А когда вы заходите в этот процесс, например, в написание книги, вот вы решили, что я хочу написать книгу, и вы каждый день выделяете себе по полчаса. И вы постепенно начинаете наращивать свои, во-первых, свой опыт, свои навыки, вы начинаете думать по-другому, вы легче погружаетесь в процесс, вам становится все легче и легче все это делать, вы начинаете даже в какой-то момент куражиться, потому что это интересно, когда вот вы вливаетесь просто в этот процесс. Но здесь, конечно же, обязательная регулярность. То есть, если вы уже начали двигать свой поезд со своими целями, то будет нелогично постоянно останавливаться на перекур, что вот надо отдохнуть,
отдохнуть. Нет, если вы туда сели, если вы уже потратили столько времени для того, чтобы его разогнать, такую махину, не знаю, сколько там тонн в поезде, то лучше делать это регулярно, потому что как только пропадает регулярность, все, вот это ощущение потока, ощущение того, что вы все можете, оно пропадает тут же. Как бы, ну и автор тоже об этом говорит, что регулярность, регулярность, регулярность. Если вы не можете полный объем сделать, сделайте хотя бы немного, потому что каждая остановка увеличивает и отдаляет ваш путь, то есть конечную цель. Она увеличивает вашу поездку в десятки раз. Следующая глава называется «Факторы». Ну, она такая тоже как дополнительная, мне кажется, можно было бы обойтись и без нее. Здесь автор нам говорит о том, что наш мыслительный процесс – это наше поведение – это наши действия, результаты наших действий и так далее. То есть это то, что мы делаем изо дня в день. Конечно, да, над мышлением тоже нужно работать, не нужно себя засорять, не нужно себя угнетать, нужно быть более позитивным к себе, надо в себя лично верить, потому что мы все время ждем, что в нас кто-то поверит, что вот кто-то придет на голубом вертолете и в нас поверит. Нет, в первую очередь мы сами должны верить в то, что мы достигнем своей цели, и тогда вот мы ее точно достигнем, потому что в нас будет эта внутренняя мотивация, которая будет подпитываться изнутри, поэтому она никогда не иссякнет, если вы в себя верите. Вот. Также он говорит о том, что очень сильно иссякают наши внутренние силы, если мы там засоряем свое пространство. Он много говорит о том, что, ну, Даррен Харди, автор, о том, что нужно поменьше новостей смотреть, нужно смотреть свое окружение, то есть есть токсичные люди, которые вас поджирают вашу энергию, силы, поджирают вашу уверенность. Есть такие, к сожалению. Вот, с ними все-таки нужно немножко сократить свое общение. Ну, это логично. И последнее, о чем идет речь в этой книге, это ускорение. Мне очень понравился этот момент, потому что автор нам говорит, что да, каждодневные вот эти вот ваши выполнения каких-то маленьких шажочков, это все, конечно, хорошо. Но нужно в какой-то момент все-таки ускоряться. То есть, особенно, когда вот вы поймали вот эту волну, то есть вы понимаете, что то, что вы делаете каждый день, вы легко делаете. То есть там по поводу вот книги, например, вы уже полчаса спокойно пишете, вам хочется больше. Делайте больше. Но не колоссально много, то есть там не делайте сразу 2 часа, там вы делали полчаса, а потом на 2 часа. Нет. Делайте 45 минут, потом там 50, потом час и так далее. То есть постепенно увеличивайте свою норму, то есть постепенно все это увеличивайте то, что вы делаете каждый день, если оно вам приносит пользу, и если это именно те действия, которые приближают вас к цели, ускоряйтесь, но по чуть-чуть, без надрыва, без каких-то радикальных шагов и так далее. Ну, еще он нам говорит о том, что делайте немного больше, чем от вас ожидает, это всегда вас выделит, но не сильно так, чтобы убить всю вашу мотивацию, все ваши силы, но немножко больше, потому что в любой сфере нас уже много, в профессиональной, в учебной, еще где-то, поэтому если вы чуть-чуть больше сделаете, чем от вас ожидают, это уже хорошо, и плюс, вы опять-таки ускоритесь в своем процессе. И это все. В принципе, советы дельные. Мне понравились кое-какие вещи по поводу привычек, по поводу ускорения. И, в принципе, то, что вот этот принцип маленьких шагов, он работает. Книга мне понравилась. Почитать на 1-2 раза, второй раз пролистать просто какие-то основные вещи можно. Напомнить себе о том, что вот эти ваши маленькие шаги, которые вы делаете изо дня в день, они работают. Нужно. То есть вот такие книги, они помогают в этом деле, потому что, повторюсь, когда вы изо дня в день что-то делаете, но конечный результат очень далеко, это сложно на вот этом всем пути. Это реально выматывает. И он тоже, кстати, об этом упоминает, что, в принципе, меняться сложно, идти этот путь очень сложно. Надо к этому морально приготовиться. Надеюсь, вам поможет мой отзыв. Вы подумаете о том, приобретать эту книгу или нет. Хотя, видите, у меня много закладочек, то есть я много мыслей оттуда вынесла. Да, каких-то вещей таких вот подергать интересных можно. Иногда себя подбадривать, как я уже сказала. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих видео. Пока-пока.